Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня долгожданное видео, о котором меня просили уже много-много раз. Обтяжка шаров шелком. Здесь у меня шар 7 сантиметров диаметр и 8 сантиметров. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится сам шар. Хочу уточнить, что обычно я не использую вот такие двойные шары, а использую просто круглый шарик. Но так как моя посылка застряла, уже 2 месяца жду, никак ее не получу, но меня давно просят показать это видео, я решила показать именно с таким шаром. Его немного сложнее обтягивать, так как здесь маленькая петелька вот эта, на круглых шарах она круглая, поэтому ткань равномерно более можно распределить. Но если постараться, все можно сделать. Мне, конечно, понадобится сама ткань. У меня вот такая тесьма с петельками. Белая, которую я использую также в посылке, но пока ее нету. Мне понадобится вешалочка, узкая лента и стразовая цепочка. 2 половинки шара я склеила между собой и продела вешалочку. Лишнее подрезаю. Обязательно все обжигаем. И вешалочку перетащим вот сюда. И чтобы она никуда не крутилась, мы ее подклеим. Немного клея, совсем чуть-чуть. И лучше вообще спрятать вот таким образом. Сейчас расскажу, как рассчитать необходимый отрезок ткани. Я беру ленту, оставляю вот не посередине, не с краю, а именно вот припуск небольшой. И полностью вот так обворачиваю. Также сюда с припуском. Убираю шар и вымеряю. У меня получается 26,5 сантиметров. И мне нужен небольшой припуск, поэтому я добавила, я всегда беру побольше, чтобы удобнее было затягивать, 29-30 сантиметров. У меня оставался отрезок, вот у меня как раз он 30 на 30. И, конечно, все скажут, что нужен круг, но я советую именно квадрат, потому что вот за эти уголки очень будет удобно затягивать ткань. Ну что ж, приступим. Беру шар и укладываю его посередине. И вот таким образом подвожу все 4 уголка. И делаю как бы, ну, как скажем, такие складки, чтобы собрать его. Вот сейчас они у нас очень грубые. Здесь у меня видно место склеивания, но ничего. На круглых шарах этого не видно. И немного расправляю, чтобы у меня было хотя бы видение того, как мои складочки будут лежать. Если они слишком крупные, вот мы их так разделяем. И пытаемся все это дело удержать. Теперь берем ленту, обязательно тонкую ленту, не веревочку, не нитку, а именно ленту. И вот так сильно-сильно все это дело обкручиваем. Так, сейчас надо именно попасть в серединку. Вот что я говорила, что на круглых шарах очень удобно, а здесь маленькая вот эта вешалочка, и немного все сложнее. Обматываем и затягиваем. Вот я затянула и завязала узелки. И вот вы видите, шар у нас пока вот такой некрасивый. И обязательно следим, чтобы у нас все было посередине. Вот я говорила, что на круглых шарах это намного удобнее проверить. Теперь мы один пальчик укладываем на серединку, а вторым пальчиком вот все натягиваем
каждый сантиметр вот так проходим. Вы видите, как наши складочки натягиваются? Если что-то где-то расправить, все вот таким образом, каждый сантиметр мы проходим. И вот мы несколько раз пройдем, и все наши складочки будут красиво лежать. Посмотрите, как все красиво укладывается. Этот процесс не быстрый, но это стоит того. Ткань советую брать как можно тоньше. Вот все, что у нас тут складывалось, вот эти складочки, все мы должны вытянуть и все уложить на место. Вот вы видите, как красиво все складывается. И проходим несколько раз вот так по кругу. Если у вас где-то одна складочка находит на другую, ничего страшного. Вот мы как бы сначала придерживаем обязательно пальчиком, натягиваем и вот таким образом. Сначала вверх и сюда. И все красиво у нас укладывается. Все складочки очень красиво лежат. Вот я говорила, тут у меня маленький припуск, здесь немножко сложнее, поэтому всегда лучше брать чуть побольше. Вот все красиво ложится. И проходим еще несколько кругов. Если вам кажется, что в одном месте вот много складочек, расширяем их вот так немножко. И также утягиваем. И все у нас получается очень красиво и аккуратно. Когда мы практически все затянули, еще делаем пару оборотов ленты и снова делаем узелок. И, конечно, все затягиваем. И снова проходим ту же процедуру. Если результат вас устраивает, оставляем как есть. Но я обычно делаю еще третий раз. Завязываю третий раз 2 узелка. Все стараюсь держать в натянутом состоянии. И еще раз прохожу, чтобы у меня уже окончательно складочки красиво легли. И продолжаю работу. Ну вот, результат меня устраивает. Как я говорила, на круглых шарах не из 2 половинок это намного легче делать. Но ничего, я справилась. И теперь беру ножницы, готовлю зажигалку. И все лишнее подрезаю. И не оставляю просто как не обожженные, а именно обрабатываю. Потом я еще подрежу, но все же, чтобы никуда ничего не ускользнуло, я обрабатываю огнем. Так, следим за тем, чтобы не перекусить нам вешалочку. И все лишнее убираем. И, конечно, все обрабатываем хорошенечко огнем. И вот эти ленточки мы также отрежем и все обработаем огнем.
Их даже можно и подклеить еще чуть-чуть, чтобы уже быть уверенным. По максимуму все обрезаем. И все обжигаем. Вот что у меня получилось. По-моему, достаточно аккуратно, если учесть, что здесь очень мало места, куда все затягивать. И теперь, чтобы не было видно моего вот этого шва, именно на него я буду приклеивать тесьму. Тесьму всегда обрабатываем огнем. И наношу клей именно на тесьму. И укладываю по шву, чтобы не было видно, где у меня склеивался шар. Как придет моя посылка с круглыми шарами, я еще раз покажу, как это делать. И, конечно, отвечу на вопросы, если они у вас есть. И под натяжением подклеиваем тесьму. Одна тесьма у меня подклеена, и вторую тесьму я не начинаю подклеивать сверху, оставляю небольшой припуск и укладываю ее, чтобы я видела, как это смотрится снизу. Потому что именно снизу можно увидеть, все ли у нас ровно. Вот таким образом. Теперь придерживаю пальчиком и подклеиваю. Смотрим сверху. Снова отодвигаем тесьму, наносим клей. Переворачиваем и смотрим сверху на игрушку. У нас получается все ровно. Если вы сомневаетесь и у вас может получиться криво, тогда иголочки, как я уже показывала в своих предыдущих видео. Лишнее обрезаем, обжигаем и подклеиваем. И также подклеиваем вторую часть. Чтобы было более понятно, я еще раз перевернула шарик. Вот отворачиваю ленту, наношу клей. Снова смотрим сверху и подклеиваем. Вот у нас получается все ровненько. И продолжаем. Вот что у нас получилось. Теперь берем клей и будем подклеивать стразовую цепочку. Стразовую цепочку можно подклеивать как универсальным клеем, так и горячим клеем. Наносим клей именно на тесьму. И накладываем цепочку. Все аккуратно выравниваем. Цепочка должна быть приклеена вплотную. И под натяжением подклеиваем. Следим, чтобы у нас все было ровно. И полностью подклеиваем по всему кругу. Одна сторона у нас подклеена. Теперь начинаем работу не сверху, а обязательно снизу. Наносим клей как на ленту, тесьму,
так и немного на саму цепочку, чтобы подклеить края цепочки, чтобы они у нас надежно держались и не зацепились. Вот я вплотную даже зажимаю. Извините за соседей, сегодня они дома шумят. И продолжаем подклеивать. Вот вы видите, что у меня получилось. Даже за неимением правильных шаров, как бы я постаралась выйти из ситуации. И как бонус сегодня покажу еще, как делать бантик. Для шара 8 сантиметров я взяла отрезки 4 на 20. Это у меня шар 7 сантиметров диаметром. Я брала 4 на 19. Берем ленты и перегибаем пополам. Отмечаем серединку. Затем складываем края к серединке, немного заходя за нее. Все поправляем и прошиваем равномерно. Я обычно делаю 6 проколов. И завязываю бантик. Делаю закрепочку. Также обрабатываю вторую ленту. 2 бантика подклеиваем вместе. И даю закрепиться. Для украшения бантика я буду использовать сеточку. Мои подписчики уже видели ее. Складываю пополам и еще раз каждую половинку пополам. И перевязываю ниточкой. Делаю закрепку. Мои подписчики уже видели эту сеточку и подклеиваю ее к бантику. Подклеивать можно под разным углом, как вам нравится. Меня часто спрашивают, где я покупаю такую сеточку. Это я купила в магазине Декора для стола. Также я буду использовать для украшения тонкую ленту и делаю 2 вот такие петельки. Делаю их произвольно, ничего не вымеряя. Одну больше, другую меньше. Это уже как кому нравится. И склеиваю их вместе. Подклеиваю ленточки к бантику. И затем бантик надо перевязать, так скажем. И узкой лентой я перетягиваю бантик. Так, слишком много клея. Убираем лишнее. Перетягиваю я обычно 2 раза. Второй раз я клей не наношу на заднюю часть, только на переднюю. Лишнее подрезаем, обжигаем и подклеиваем. Даем закрепиться. Примеряем бантик, и помимо того, что мы цветочек приклеим, нам надо обязательно его пришить. У меня была ситуация, что одна брошка отлетела при пересылке. Поэтому с тех пор я все время подшиваю. В данном случае, так как у нас только одно отверстие, я вот подошью, то есть выведу ниточку и
вот через цветочек вот так выведу нитку на другую сторону. Так, тут у меня попал клей. Так, извиняюсь. Вот у меня ниточка. Это мононить. И укладываю и через серединку цветочка вывожу. И несколько раз туда-обратно прошиваю. Нам осталось приклеить бантик. Наносим клей. И прижимаем. Даем закрепиться и затем подклеим сам цветочек. Подрезаем все ленты под углом. И, конечно, обжигаем. И подклеиваем камешек. Лучше это сделать вот с этой стороны. И даем закрепиться. Мои шары готовы, и вы видите итоговый результат. Думаю, больше никакого декора сюда не надо. Они и так очень нарядно смотрятся. Но при желании, конечно, можно добавить лепнину. Как придут мне шары, которые я обтягиваю в шелке, я еще раз покажу вам, как это делать. И, конечно же, отвечу на вопросы. А на сегодня все. Желаю вам хорошего дня, творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока.